А вы знали, что ковры использовали раньше как письма? А стресс – это двигатель прогресса, и многие изобретения делались именно в моменты кризиса. В онлайн-кинотеатре от Российского общества знания вам и не такое покажут. Поэтому переходите на их сайт по ссылке в описании и убедитесь, что документальное кино – это интересно и увлекательно. Всем привет, народ! С вами снова канал Доната Синема. И знаете, проанализировав наш канал, я понял, что наша аудитория немного разделилась. Первые нравятся ролики про Need for Speed, вторые смотрят приключения про форсажные тачки, третьим нравится рубрика Making of, то есть как мы все это создаем. И теперь у нас еще есть четвертая часть. Это те, кто благодаря ролику про электросерф теперь ждут, когда же мы наконец-то устроим гонку и замерим на скорость эту доску. И чтобы вас всех здесь сегодня собрать, в этом видео я решил затронуть каждую тему по чуть-чуть. И начнем мы с новостей про НФС. Витек, дай ты еще раз попробуй, а? В общем, мы решили вернуться в НФС. На самом деле тематику форсажа мы начали только для того, чтобы потом устроить эту мультивселенную, где можно было устраивать гонки с разными самыми известными тачками из игр, фильмов. Причем это не только форсажа касается, это там, допустим, угнать за 60 секунд, там назад в будущее. Но, к сожалению, из-за того, что я свой канал изначально создал как канал по НФСу, большинству нашей аудитории тупо неинтересно смотреть ролики про какие-то другие тачки. И поэтому наши просмотры значительно просели. Так что для всех, кто любит НФС, 30 сентября, уже в эту субботу, мы планируем устроить стрим, где будем играть с подписчиками в старый добрый НФС Underground. Если вы помните, пару лет назад мы уже устраивали такой стрим, но из-за большого наплыва игроков сервер постоянно падал, и многие так и не смогли подключиться. Но теперь все будет по-другому, потому что наши друзья доработали эту игру, и теперь поиграть смогут все. В общем, все, кто любит старый добрый Underground 2, мы вас ждем на нашем стриме 30 сентября. Во сколько мы пока еще не знаем, мы об этом сообщим в нашем телеграм-канале. Поэтому, если вы до сих пор еще на него не подписаны, обязательно подпишитесь. Ссылка будет где-то здесь и в описании. Да кто вы нахрен такие? Канал Доната Синема, сынок. Слышь, ну тачку это я загрузил, Ага. а с этим я не знаю, что делать-то. Да, я думаю, пусть лежит, отдыхает. Серьезно? Да, давай. Ну Всё, ладно. Спасибо. Давай. Хорошие новости. Ролик про наш электросерфинг набрал более 170 тысяч просмотров. И, ребят, я вообще в шоке, потому что я думал, из-за того, что это не тематическое видео для нашего канала, оно вообще не наберет нисколько, и мне его потом придется вообще закрыть. И в этом ролике я говорил, что если это видео наберет 150 или 200 тысяч просмотров, то мы обязательно сделаем замеры доски, посмотрим, как она быстро едет, насколько времени ее хватает, и устроим гонку против катера. Но есть одно но. Короче говоря, она сломалась. No, God! No, God, please, no! 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 Буквально через несколько дней после выхода ролика я, как обычно, решил покататься, и, отъехав от берега буквально на 10 метров, она заглохла. Разобрав все это дело, я увидел, что не работает приемник, и один из регуляторов не запускается. Сначала я вообще не понял, что это за фигня, и грешил на то, что куда-то попала вода. И когда разобрал регулятор, увидел сгоревшую микросхему. В итоге эту микросхему выпаяли. Заказал ее на Алиэкспрессе, она там недели за 2-3 дошла. Мы ее впаяли, и я решил его проверить, подключив батарейки. И почувствовал запах электролита. И как вы помните, батарейка у меня сделана из двух отсеков, то есть один отсек питает один мотор и регулятор, второй отсек он питает второй регулятор. И этот запах мне был довольно знакомый, потому что в прошлый раз, когда я собирал самый первый вариант батарейки, у меня из-за сварки прогорела одна из ячеек и завоняло таким же электролитом. Первый отсек у меня был собран на полностью новых элементах, а второй уже с использованием новых и части от того аккумулятора, который у меня собирался до этого. И так получилось, что уже при повторной установке в новую сетку для набора аккумуляторов термоусадка с некоторых ячеек слезла, то есть она замялась, ее пришлось просто снять. Ну а как вы понимаете, батарейка из себя представляет полностью весь корпус на минус, и только центр у нее идет на плюс. Причем я понимал, что это нифига не безопасно, но времени ждать термоусадку не было, и кататься хотелось уже сейчас. Поэтому я приклеил сверху изолятор и поверх него уже припаял провода. Паял я, естественно, все аккуратно, чтобы нигде не было никакого коротыша. И что вы думаете? Да-да, я получил коротыш. Когда я разломал этот аккумулятор, я увидел, что две ячейки у меня уже не то что коротят, они просто сварились между плюсом и минусом. То есть там уже бесполезно было что-то как-то отпаивать. Видно было, что эти проводки уже начинали тлеть. А если бы эта ячейка рванула, то цепная реакция себя бы не заставила ждать. Поэтому я быстро вырезал все эти провода
разломал эту решетку от аккумулятора и выкинул эти ячейки как можно дальше. Причем вот этот вот первый коротыш случился именно 3 недели назад, когда у меня сгорел регулятор, и все это время батарейка вот просто стояла, и вообще непонятно, как она не полыхнула в итоге. В общем, сейчас ждем новый регулятор, и он уже заказан, и параллельно с этим я печатаю новый корпус для моторов, потому что старый, как бы я там не герметизировал, он все-таки не сильно качественно был собран, и поэтому все-таки протекал, когда доска валила на всю катушку. Так что вот так, из-за того, что иногда поспешишь в моменте, в итоге приобретаешь целую кучу геморроя и убыток 20 тысяч на новый регулятор. Поэтому теперь я точно не знаю, когда у нас получится сделать замеры скорости и гонку против катера, но надеюсь, что в этом сезоне мы все-таки еще успеем, хотя и придется одеть очень теплый гидрик. Ну а чтобы вас немножко подбодрить, под этим видео я выкладываю весь список компонентов, из которых была сделана эта доска. Ну а вы, в свою очередь, надеюсь, подпишитесь на наш канал и будете смотреть и другие наши видосы, ведь ваш просмотр очень помогает нашему развитию. А мы идем дальше. Ну а теперь мы переходим к старой доброй рубрике Making of. Кто не в курсе, это та рубрика, в которой мы показываем, как мы создаем то или иное видео. И сегодня я вам покажу процесс создания видео, когда мы с Саней грабили фуру на Honda Civic из Форсажа. А на самом деле это видео не сильно набрало много просмотров, хотя я на него делал большие ставки и потратил много сил и времени. Да и вообще, ограбление фуры – это достаточно рисковая затея. То ли дело устроиться на работу в фит-сервис, там вас ждут комфортные условия труда, стабильная зарплата и весь соцпакет. Вам не придется чинить свою старую Хонду в темном холодном гараже, ведь в боксах фит-сервиса всегда тепло и светло, а главное – чистота и порядок. Кроме того, вы всегда сможете нормально пообедать в просторной обеденной зоне и даже принять горячий душ после рабочей смены. Также огромный ассортимент оборудования и инструмента значительно упростит ремонт любого автомобиля, не прибегая к заклинаниям автослесаря. Но если все же что-то пойдет не так, то заказать все необходимое можно на общем складе. А еще есть техническая поддержка и доступ к любой базе данных, что позволит выполнить практически любую задачу. Фит-сервис ценит не только труд, но и самого специалиста, а потому тут есть бесплатное обучение с повышением квалификации в собственном учебном центре FitLab. Карьерный рост – это лишь вопрос времени, а станций у сети уже более 300 штук. Так что найти работу рядом с домом не проблема. Ну или дом рядом с работой, если давно хотелось переехать. А помимо механиков, в фит-сервис всегда требуется электрик и диагност. Так что если любишь чинить тачки с комфортом, фит-сервис это для тебя. Переходи по ссылке в описании и оставляй отклик на интересующую вакансию. И первое, что нам нужно было сделать, это найти черную Honda Civic Coupe, на что у нас не было ни единого шанса. Так как Honda Civic мы все-таки не нашли, и ехать и искать ее в какой-то другой город, там договариваться по съемкам, ради 2 часов съемок ехать туда зимой по Говорю, опять же у нас нет желания. Поэтому Honda Civic мы сегодня соберем из подручных средств, которые мы найдем в студии. Рубрика, короче, очумелые ручки, погнали. Что же нам понадобится для сборки Honda Civic? А для этого нам понадобится 2 волговских сиденья в суперспортивных чехлах. Важно. Крыша нашей Honda Civic. Вот такая вот. И еще у нас руль от Honda Civic. Ну почти. Погнали. Также было необходимо создать 2 локации, максимально похожие на те, что были в кино. Однако из-за того, что действие фильма происходит ночью и нифига непонятно, что там за бэкграунд, мы решили опираться на панорамы этих мест, найденные на Google картах. Находятся они относительно близко друг к другу, да и перекрыто там было буквально по 300 метров дороги с каждой стороны. Сразу видно, что в то время бюджет фильма был еще достаточно скромный, не то что сейчас. Так что если вам будет интересно посмотреть, как эти места выглядят сегодня, координаты локаций будут в описании. Короче, раму нам сделать отказались буквально за неделю до ролика, до съемок. За какую за неделю? За 3 дня. Саня заболел, с температурой валяется. Сегодня у нас уже среда. Съемки должны быть на всем на этом в субботу, воскресенье. Так Саня болеет, возможно, они еще на пару дней вперед перенесутся. Значит, что у меня на монтаж еще уже не 4 дня останется, а там буквально за 2 дня, за 3 мы должны все будем скомпозить. Это просто жесть. Все бы ничего, можно было успеть еще до Нового года, но что это? Но мы должны выйти строго до 25 декабря, потому что у нас продана интеграция. А если мы от этой интеграции отказываемся, то я в этот ролик ухожу примерно в минус 30 тысяч рублей. А если я ухожу в минус 30 тысяч рублей, значит на Новый год я остаюсь без салатика даже. Сейчас мы посредством этого алюминиевого профиля, посредством деревянных брусков и всякой параши будем колотить салон Civic. Вот такие у нас дела на ютубе. Кроме того, еще нужно было отрисовать саму Honda и грузовик Rogers. И проблема в том, что данные автомобили не то что в качестве, вы их просто не сможете найти. И поэтому за их создание взялся наш гуру по отрисовке автомобилей Колян.
Он закрылся в гараже от доната на 1,5 месяца и по итогу выдал это. Всегда интересно увидеть, что же может человек, когда у него на канале, допустим, там 100, 500, миллион подписчиков. То есть миллион мы все знаем, да, все уже более-менее достаточно обеспеченные люди. А на 500, ну, уже, в принципе, ты можешь себе для проектов купить машины, еще что-нибудь. Ну, имеется в виду, если не влезать в всякие кредиты и так далее. Что может человек, когда у него на канале 180 тысяч подписчиков? Ну, я могу из дерева построить Honda Civic. Во. Потрясающе. Кстати, наклон руля Honda Civic можно будет регулировать путем удара по вот этому уголку. Ну а для того, чтобы немного выиграть время, в домашнем цеху уже вовсю рендерились проезды фуры и Хонды, в которых нас не было видно. В отличие от трейлерок Need for Speed Most Wanted, тут я не стал упарываться в 100% оригинальность кадров, и только некоторые шоты были скопированы из фильма. Ведь сюжет моего ролика был не совсем киношный, а создавать копии пролетов камер и поведения машин — это та еще работенка. А еще у нас есть вот такое вот ружье, которое мы взяли у Серегиного знакомого и апгрейдили до форсажевского за счет такой вот накладочки. Так от меня сейчас не стрелят. Попробуем? Ну и так как все кроме меня в тот день решили заболеть, то в студии начался театр одного актера, в котором я должен был быть постоянно в кадре и при этом одновременно настраивать свет и камеру. И чтобы ощутить всю боль данного процесса, предлагаю посмотреть вот этот кадр целиком. Твою мать. Сука. Пожалуйста, обязательно смотрите наши видосы, потому что больше просмотров — это больше интеграций. А больше интеграций — это значит, я смогу себе позволить больше человек команду и платить им зарплату. Чтобы не один я только разъебывался со всеми. Уже под конец съемок Саня наконец-то поправился, и мы успели доснять необходимые кадры из салона. И после монтажа всей этой сборной солянки ролик был готов. Что же, такое видео у нас сегодня получилось. Да, без особого экшена, но зато информативно для каждой части нашей аудитории, что я считаю немаловажным. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, на Telegram канал, и 30 сентября ждем вас на стриме. Ну а с вами был канал Доната Синема. Всем пока!